Чудовищная история, которая когда-то запала мне в душу, я за ней посматриваю и решил с вами поделиться, что на сегодняшний день происходит по делу, где беженка приехала в Соединенные Штаты, ехала в вагоне метро, ее просто ударили ножом, и жизнь ее оборвалась. Ну и как обычно, такие крупные каналы, блогеры, оппозиционные, правозащитники, особенно в русскоязычной среде, они монету свою отбили, пока это актуально, и дальше забывают. Я стараюсь это как спецпроекты отслеживать, что происходит дальше, потому что замалчивание дел, уход внимания общественности приводит к тому, что дела такие зачастую, они политизировались из-за резонансности, их стараются смягчать как можно больше, и зачастую то, что, где был в начале резонанс, такое дело еще хуже и менее справедливо рассматривается. Почему? Потому что пытаются его уже как-то на тормозах спустить, чтобы оно вообще, что называется, не звучало. Но давайте вспомним одно чудовищное дело, соболезнования родным и близким. Это про девушку, которая сбежала от боевых действий и погибла в мирном вагоне в 3 остановках от дома. Звали ее Ирина Заруцкая, 23-летняя беженка из Украины, приехала в Шарлотт строить нормальную жизнь после того, что началось у нее на родине. Работала, не просила убежища, то есть она вела работу. Это человек, который не отказывался от труда, она не хотела паразитировать на каких-то программах. Поэтому она работала в пиццерии, дом, работа, метро, обычный маршрут обычного человека. 22 августа 25 года она села в легкое метро поздним вечером, уткнулась в телефон и даже не подозревала, что за ее спиной сидит человек, для которого этот вагон станет сценой убийства, а для нее это станет финалом ее жизни. Камеры показывали, 34-летний Де Карлос Браун-младший сидит позади, достает складной нож, выдергивает лезвие и выдерживает некоторую паузу и трижды бьет Ирину в спину, включая шею. Никакого конфликта, ни слова, просто тихая казнь в общественном транспорте. Свидетели и полиция ничего не успевают, она гибнет прямо на месте, эта девушка. Брауна берут сразу на станцию, у него уже длинный след арестов и диагноз шизофрения. В семье он говорил, что она читала его мысли. Формально все жестко. Обвинение в убийстве первой степени по штату у федеральное за убийство на транспорте потенциально со смертной казнью. Но за красивыми формулировками знакомый бардак. Опасный, психически больной, бездомный, годами крутится в системе, копил дела, лечился и снова оказывался на улице. Судьи, тюрьмы, психиатрии, спецслужбы, каждый отработал по инструкции. И в итоге нож оказался в вагоне рядом с обычной девчонкой, которая просто ехала со смены, которая просто хотела жить. После ареста суд отправил Брауна на психиатрическую экспертизу, а в декабре 25-го врачи признали его неспособным предстать перед судом. Он не понимает обвинений и не может помогать адвокату. Он не понимает обвинений. А в апреле 26-го его защитник просит еще 180 дней отсрочки. Дело подвисает. Сначала слушание по вопросу смертной казни, потом уже проверка вменяемости, а пока пауза. Браун сидит в изоляторе и больнице, но формально он еще не убийца, а обвиняемый, с нарушенной способностью к участию в процессе. Для улицы это выглядит просто. Человек лишил человека другого жизни перед камерами и уже больше полугода официально не несет ответственности, потому что система сама признает, что не может с ним справиться. Политики и медиа используют смерть Ирины в своих войнах, а преступности в либеральных городах, провале психиатрии и нужде в жестких мерах. Но ни один закон не вернет в этот вагон простое чувство безопасности. Самое холодное здесь то, что для Ирины смерть пришла не на фронте, не от ракеты, а от человека, которого государство много лет видело, знало, лечило и все равно отпустило в этот вагон с этим ножом.